Всем привет! Поздравляю всех с новой весной и с наступающей Пасхой. Желаю всем мира, любви и счастья, чистого неба, тепла и благополучия. Пусть Бог хранит нас всех. Сегодня представляю вам новое яйцо нового сезона. Мотив – африканский цветок. Это мой подарок вам. Надеюсь, понравится. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Буду очень рада. Всем вам желаю удачи. Вот вы, наверное, вспомните, когда я делала видео про волшебную петлю, я показывала вам вот такую подставочку под чашку. Это традиционный узор африканского цветка. Я решила адаптировать этот узор к яйцам пасхальным. И вот такой результат я получила. Вот, к примеру, это нить полиакрил. Как видите, здесь спокойные тона. Всего лишь 3 цвета я использовала. Вот что из этого вышло. Также вот здесь у меня тоже трехцветное яйцо. Мне нравится трехцветный вариант этого яйца. Вот также еще трехцветный. Очень красивые яйца получаются. Это уже хлопчатобумажная нить. Вот, посмотрите, здесь у меня уже 4 цвета. Это яйцо сделано из полиакрила. Тоже очень хорошо смотрится. Я также попробовала сделать яйца с разноцветными лепестками. Здесь у меня 2 разных цвета лепестков. И тоже очень интересный узор получился. Мне очень нравится это яйцо тоже. Здесь я применила форму вот такую. Это среднее яйцо, М-ка пластиковое. Я вам расскажу, как можно сделать это яйцо больше или уменьшить его, потому что нить может быть толще, тоньше. Все тонкости я вам расскажу после того, как мы само яйцо свяжем. Ну вот такой обзор. Теперь приступаем к вязанию яйца. Итак, какие инструменты мы применяем? У меня крючок 3 миллиметра. Это основной крючок. Также тонкий крючок для затягивания нити. Его размер значения особо не имеет. У меня 0,85 миллиметра. Но вы берете такой, какой вам удобен. Также игла для сшивания половинок. Ножницы, естественно. Пластиковая форма яйца соответствует размеру М. Вот посмотрите половинку, которую я уже связала. Она сюда ровно подходит. Она чуть уже середины яйца. Для того, чтобы, когда мы будем сшивать половинки, она хорошо натянулась. И тогда яйцо имеет аккуратную, красивую форму. Если у вас какая-то другая форма большего размера, или просто вы используете наполнитель любой, в конце видео я вам расскажу, как это яйцо можно увеличить или уменьшить. Вы можете это сделать все по вашему желанию. Схему можно чуть-чуть поменять, я расскажу как. Также нить у нас хлопчатобумажная, бомволя 100%. И в 115 метрах 50 грамм нити. Собственно, это все. Остальное по ходу работы. Итак, приступаем к первому ряду. Берем нить, формируем волшебную петлю. Кто еще не знает, как делать волшебную петлю, может посмотреть видео на моем канале. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Вот так делаем нашу волшебную петлю. И еще 2 воздушные петли подъема.
Это у нас первый столбик с накидом. И далее в это колечко мы провязываем еще 11 столбиков с накидом. У нас всего должно получиться 12 столбиков с накидом. То есть это первый столбик, второй столбик, третий. Вяжем достаточно плотно, тогда узор будет смотреться аккуратнее. Как я уже сказала, провязываем всего 12 столбиков и встречаемся в конце ряда. Довязываем ряд. Это у меня 12 столбик. Вяжем достаточно плотно, чтобы рисунок хорошо держался на яйце. Вот, связали 12 столбиков с накидом. Затягиваем нашу ниточку от волшебной петли. Затягиваем плотно. И для соединения я обычно пользуюсь тонким крючком. Находим верхнюю петельку нашего первого столбика. Вот она здесь. И соединяем петельки, закрываем первый ряд. Обрезаем нить, вытаскиваем ее и затягиваем в следующую петельку. Протягиваем. И здесь можно завязать узелочек. Здесь мы завязываем узелочек для того, чтобы зафиксировать нашу волшебную петлю, чтобы она не расходилась, чтобы колечко не разъезжалось и форма у нас не изменилась. Осталось вот такое плотное кольцо. Первый ряд мы с вами связали. Приступаем ко второму ряду. Берем наш первый ряд, берем нить натурального цвета. Мы провязываем в каждую арочку между двумя столбиками соседними. Мы провязываем столбики с накидом. Вот так обычно я подсоединяю нить. Она всегда надежно держится. Еще 2 петли подъема. Это у нас первый столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. Воздушная петля. И еще 2 столбика с накидом в ту же арочку. Вот мы связали 4 столбика с накидом. Между ними одна воздушная соединительная петля. Вот у нас получилась такая арочка. И далее через 2 столбика предыдущего ряда в следующую арочку мы провязываем следующие столбики с накидом. Делаем накид 1, 2 и за ним в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Далее снова воздушную петлю
И еще 2 столбика с накидом. Вот у нас получаются такие арочки. Между ними 2 столбика с накидом предыдущего ряда. И таким образом продолжаем вязать дальше. До конца ряда у нас должно получиться 6 таких арочек. Встречаемся в конце ряда. Довязываем последнюю арочку. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких арочек. И в центре у нас получился такой цветочек. Закрываем этот ряд в верхнюю петельку первой арочки первого столбика из воздушных петель. Соединительной петлей. Вот так мы закрыли второй ряд. И тут же приступаем к третьему ряду. Той же нитью продолжаем вязать, переходим к третьему ряду. Делаем одну петлю подъема. И вот в эту арочку, которая у нас образовалась между двумя двойными столбиками, мы провязываем столбики с накидом. Нам нужно связать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас получился над нашим вторым рядом двойной аркой у нас получился вот такой веер из 5 столбиков с накидом. В следующую вот арочку, под арочку провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, вяжу плотно, поэтому крючок идет туговато. 3, 4, 5. Вот посмотрите, мы связали 2 таких веера над каждой арочкой. И таким образом вяжем до конца ряда. У нас должно получиться 6 таких вееров над каждой арочкой предыдущего ряда. Встречаемся в конце ряда. Довязали третий ряд. Соединяем вот в этот столб, вот в эту петельку первого веера, не в первую воздушную, которую мы делали, а вот во вторую в эту петельку мы соединяем и закрываем в третий ряд. Вот такой третий ряд у нас получился. Как вы видите, здесь уже у нас сфера получается. Форма яйца начинает вырисовываться.
Закрываем. И здесь тоже узел делать не обязательно. Можно даже и не прихватывать. Вот такие красивые 3 ряда у нас уже получились. И сейчас мы будем делать обвязку опять бордовой нитью. Приступаем к 4-му ряду. 3 ряда мы уже связали, вот такой вид они имеют. Берем нить бордового цвета и начинаем делать обвязку, где у нас здесь мы закончили. Ну вот отсюда. Давайте вот со следующей петельки. Вы, в принципе, можете начинать где угодно делать обвязку. Но для меня удобнее там, где мы закончили. Вот со следующей петли мы начинаем делать обвязку, но мы делаем не в петлю обвязку, как это вообще принято в африканском цветке. Там делается обвязка по вот этому ряду. Мы делаем обвязку между столбиками предыдущего ряда. Вводим нить. Закрепляем ее. И вяжем столбиками без накида в каждую следующую арочку между предыдущими столбиками с накидом предыдущего ряда. Вот таким образом. Просто столбики без накида. Провязываем между арочками. Там, где они у нас есть. У нас в каждом веере должно получиться 5 вот таких столбиков без накида. Между веерами мы провязываем вот такую длинную петлю, делаем накид. И вот в самую дальнюю арочку еще 2-го ряда мы протягиваем нить, вытягиваем ее, провязываем первые 2 петельки и еще 2 петельки, как бы столбик с накидом, но вот с такой длинной петлей в предыдущую арку. Можно чуть-чуть подтянуть эту ниточку, чтобы она не была у вас затянутой. Вот такой столбик мы с вами сделали. Далее в следующую арочку предыдущего ряда, уже следующего веера, мы опять провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Мы обвязали один веер здесь полноценно, здесь мы только начали, здесь он неполноценно провязан. Вот здесь мы полноценно провязали, обвязали один веер и опять делаем накид, проходим в самую нижнюю арку 2-го ряда, вытягиваем здесь нашу ниточку, провязываем 2 петли и еще 2 петли. Я обычно иголочкой чуть-чуть подтягиваю эту ниточку, чтобы у нее была соответствующая длина. Постарайтесь сделать их одинаковой длины. Далее опять в следующую арку мы провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Встретимся вот здесь. Я вам покажу, как закрыть этот ряд. Вот мы провязали последний удлиненный столбик с накидом. У нас тут еще осталось от первого столбика с накидом арочка. Вот она.
И мы в нее провязываем, вот так находим здесь эту ниточку и провязываем здесь столбик без накида, чтобы у нас здесь получился полноценный веер с 5 столбиками без накида обвязочными. Закрываем этот ряд вот в эту петельку самого первого столбика без накида. Соединительной петлей. Итак, мы с вами провязали 1, 2, 3, 4 ряда. Вот получается у нас такая полусфера. Она уже достаточно хорошо ложится на яйцо. Теперь мы будем делать обвязку, вот эту обвязочку. Формируем носик. Итак, 4 ряда мы закончили. Будем переходить к следующему, 5-му. Приступаем к вязанию 5-го ряда. 5-й ряд – это вывязывание носика. Для удобства вы можете взять булавочки. Обозначаем вершину нашего носика. Вот посмотрите, там, где у нас одна из вершинок яйца, вот в эту петельку мы вставляем одну булавочку. И в соседнюю петельку слева, вот в эту, вставляем еще одну булавочку. Здесь у нас будет как бы 2 вершинки носика. Именно в этой модели носик будет смотреться лучше с 2 вершинками. Далее мы обозначаем 4 столбика вправо, 1, 2, 3, 4, вот этот 4-й, здесь тоже ставим булавочку, и 4 столбика влево от этой булавочки, от второй, 1, 2, 3, 4. Все, теперь приступаем к вязанию 5-го ряда. Итак, берем петельку, противоположную от нашего носика, закрепляем нашу контрастную ниточку. Вы можете вязать тем же самым цветом. Это тоже может быть красиво. В некоторых яйцах я продолжала вязать тем же цветом. Здесь я взяла контрастную нитку только для удобства. Итак, первый столбик без накида мы связали и вяжем столбики без накида до нашей первой булавочки. 1, 2, 3, 13, 14. Мы провязали 14 столбиков без накида. Снимаем нашу первую булавочку. И в следующую петельку мы провязываем полустолбик с накидом. Вот в эту следующую петельку мы провязываем полустолбик с накидом. И в следующую еще один
полустолбик с накидом. Далее в следующую мы провязываем столбик с накидом, полноценный столбик с накидом. И еще один столбик с накидом. Мы подошли к нашему носику. Снимаем булавочку. И в эту петельку мы провязываем 2 столбика с накидом. Собственно, мы следующую петельку тоже, то есть, простите, мы следующую булавочку тоже можем снять. Мы уже понимаем, что у нас будет дальше. Вот в эту петельку мы провязываем 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с накидом. В следующую, там где тоже была булавочка, мы тоже провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую 1 столбик с накидом. Еще 1 столбик с накидом. Далее полустолбик с накидом. И снимаем булавочку. И последний полустолбик с накидом. Далее мы будем вязать столбики без накидов до конца ряда. Тридцать 38. У нас получилось всего 38 столбиков, с учетом того, что мы здесь провязывали двойные столбики. Теперь у нас 38 столбиков. Закрываем этот ряд. Провязывая вот в эту петельку соединительную петлю. Вот посмотрите, как все аккуратно получается. Закрываем ряд. Вот такое почти готовое полуяйцо у нас получилось. У нас остается последний 6-й ряд. Я опять беру другую нить. Вы можете брать такую же, как у вас уже была, или другую еще. Это вам решать. Я специально обрезала нити, чтобы вам было понятно каждый ряд в отдельности, как связан. Вы можете продолжать той же нитью вязать следующий ряд. Итак, вот где мы закончили наш предыдущий ряд. Можем начать со следующего столбика. Отсюда нам будет удобнее в него проходить и легче начинать вязание. Присоединяем нить. Вот присоединяем нить таким образом, как я всегда делаю, и вяжем столбики без накида
до нашего носика. Три, 4, 5. 17, 18, 19. И вот мы подошли к двум вершинкам, которые мы провязывали по 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. И вот здесь между ними мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. И далее мы вяжем столбики без накида до конца ряда. Тридцать 38, 39. Вот мы завершили последний ряд. Здесь у нас 39 столбиков с учетом 2 столбиков без накида в носике, то есть еще одного нового столбика. У нас всего 39 столбиков без накида получилось в последнем ряду. Закрываем этот ряд. Подтягиваем ниточки, чтобы выровнять наш последний ряд. Тоже можно их легко прихватить или даже можно их и не трогать. Когда мы будем зашивать яйцо, узелок может нам здесь мешать, поэтому эти ниточки мы можем даже просто так оставить. Все, половинка яйца у нас готова. Вот берем нашу пластиковую форму, вставляем, и мы видим, что у нас получилась отличная, вот так правильно, у нас получилась отличная половинка. И сейчас мы будем эти две половинки соединять. Видите, у них здесь есть расстояние между ними. И когда мы будем сшивать, видите, они туда-сюда пока съезжают, наши половинки хорошенько натянутся и хорошо сядут на яйцо. Берем иголку с нитью. Итак, берем одну половинку, находим соединение двух, вот здесь дырочку между двумя нашими столбиками без накида на нашем носике, продеваем сюда иглу. На второй половинке точно так же находим эту дырочку между двумя столбиками. Вот так соединяем половинки.
Далее продеваем иглу в следующую петельку первой половинки и в следующую петельку второй половинки. И таким образом вот в каждую петлю мы сшиваем наше яйцо. Количество столбиков у нас одинаковое, то есть количество петель одинаковое. Все должно сойтись. Вставляем яйцо. Видите, оно у нас очень хорошо село. И продолжаем зашивать дальше. И вот наш последний стежок, мы попадаем в нашу первую петельку. Вытаскиваем начало нити, оно чуть-чуть тут у нас запуталось. Вот так. Затягиваем ниточки. Вот у нас полностью все стежки совпали. Вот так у нас сшито яйцо. Теперь ставим все на место. Вот в эту дырочку будет удобно. Протягиваем одну нить. Сюда же протягиваем другую нить. Здесь все выравниваем, делаем красиво. Завязываем узелок такой плотный, чтобы он у нас ушел внутрь. Обрезаем кончики. И заправляем эти кончики внутрь. Все.
заправляем. Вот наше яйцо готово. Вот такое красивое яйцо у нас получилось. Все аккуратно, идеально, красиво. Теперь мы сделаем веревочку для нашего яйца, потому что многие зрители у меня спрашивали, как сделать правильно веревочку. Берем бордовую нить, оставляем кончик для бантика и провязываем цепочку из воздушных петель. Я делаю 50 штук. 1, 2, 3, 4. Сорок шесть, 47, 48, 49, 50. Я ее вязала плотно. Вот 50 воздушных петель. Оставляем еще тоже кончик для бантика. Вытаскиваем нашу петельку и затягиваем. Вот таким образом. А теперь вот берем наше яйцо. Можно взять две вот эти петельки. В них продеваем свободный кончик. И завязываем бантик. Можете хорошенько на узелок еще завязать. И обычным бантиком закрепляем. Можете кончики чуть подрезать, как вам больше понравится. Вот такое яйцо у нас выходит. Желаю вам удачи. Я надеюсь, у вас все хорошо получилось. Желаю вам хорошей подготовки к пасхальным праздникам. А в следующем моем видео мы будем вязать тоже пасхальное яйцо. Я вам покажу, открою секрет. Это будет вот такое красивое пасхальное яйцо. В следующем видео увидимся и свяжем вот такую красоту. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. И в конце видео я вам обещала показать, как сделать яйцо меньшего и большего размера. Один из способов уменьшить яйцо, вот обратите внимание, мы здесь вязали по 2 столбика с накидом. И я вам покажу яйцо, которое я вязала более толстыми нитками. Поэтому яйцо получилось бы большего размера, а для моей формы это уже было бы некрасиво, если бы она висела. И здесь я связала по 1 столбику с накидом. И вместо 5 столбиков с накидом в 3-м ряду я сделала не из 5 столбиков с накидом, а с 4. То есть я уменьшила здесь по 1 столбику и здесь 1 столбик. И как видите, с толстыми, более толстыми нитками все равно получила правильную форму. И яйцо очень хорошо плотно село. Нить здесь значительно толще, чем здесь. Вот здесь тоже можете посмотреть то же самое. Здесь я уменьшила
во втором ряду по одному столбику с накидом, но так как здесь нить у меня была все еще средняя, я сделала 5 столбиков с накидом в третьем ряду, то есть веер у меня из 5 столбиков с накидом. То есть вы можете регулировать яйцо с помощью уменьшения или увеличения количества столбиков с накидом во втором и в третьем ряду. Если вы хотите сделать очень большое яйцо, вы можете еще добавить один ряд, и яйцо станет более объемным. Само вывязывание носика остается прежним. Ну, собственно, это вся информация, которую я хотела до вас донести. Желаю вам удачи. Пока-пока.